Всем здравствуйте! В этом видео я хочу вам показать и рассказать, как было связано данное плечевое изделие. У меня получилась летняя майка. Короткие рукавчики. Вот. Было у меня ровно 5 моточков, поэтому все эти моточки ушли. Осталось буквально вот совсем чуть-чуть. Так, что касается пряжи, у меня была пряжа вот такая вот. Лавита Ярн Коттон Батик. Так, это у нас турецкая пряжа. 60% у меня, здесь у нас хлопок 60% и 40% акрил. Метраж 220 метров в 100 граммах. Я дальше в видео покажу, как выглядит этот моточек. Вот, что касается метража, метраж очень хороший, вы знаете, 220 метров, но ниточка как бы идет вот такая вот. То есть она, конечно, не сильно толстая, и вы знаете, она как бы для хлопка очень хороша еще тем, вы знаете, я прочитала, что это гипоаллергенная пряжа. То есть она действительно такая вот, это вот в данном случае кофточка еще не постирана. Я еще ее не стирала, буквально довязала, поэтому останется мне еще ее постирать. Так, если приобрести еще, наверное, 1,5 мотка, ну 2 мотка, то хватит и на рукава. Ну, мне, вы знаете, достаточно, поэтому 5 мотков, вот это вот все ушло на вот это вот, скажем, плечевое изделие. Так, что касается размеров. Размеры у меня вот следующие. Я вязала, правда, на размер 48-50, но, вы знаете, он у меня получился немножко больше, более свободная такая, поэтому вот по уровню груди 56 сантиметров. То есть, видите, какой размер тут, в принципе, 52, 54 тоже можно смело влезть в эту вот, скажем, майку. Так, реглан у меня вот такой вот широкий. У меня идет посерединке 4 петельки лицевые. Длина реглана где-то 26 сантиметров. Может быть, даже, вы знаете, она когда постирается, я не думаю, что она как бы увеличится в размерах, но 27, наверное, будет. Так, что касается длины. Вот от этой верхней точки и до самого низа получилось 60 сантиметров ровно. Так, теперь по рукаву. Ширина рукава 20 сантиметров. Если взять вот этот вот резиночку, скажем, вот этот вот манжет, то у меня здесь были убавочки. Здесь было 5 убавок с одной стороны, 5 с другой стороны. То есть на 10 петелек я убавила перед тем, как провязывать резиночку. Поэтому резиночка у меня получается где-то 16 сантиметров. Так, и вот это вот расстояние, скажем, само провязывание рукава у меня вместе с резиночкой 8 сантиметров. Так, здесь у меня горловина. Вы знаете, она не узкая. Вот, поэтому для, скажем, вот летнего изделия это вообще мне очень даже понравилась. Такая вот ширина. Поэтому вот если вот так вот посмотреть, получается где-то в таком виде 19 сантиметров. Но оно вот так вот растягивается, поэтому по шее оно хорошо ложится. И поэтому, в принципе, хорошо и смотрится. Так, вяжется это плечевое изделие очень хорошо, потому что у нас, видите, реглан. Реглан такой вот интересный. У меня есть даже отдельное видео по такому, по такой вот ажурной регланной линии. Можете посмотреть, в принципе. Здесь у меня 4 петельки лицевые. И прибавки идут с двух сторон. Вот эти и эти. Так, что касается рукава, вот так вот. Но это изделие не постирано, как я вам говорю. Поэтому оно вот так вот немножко, скажем, еще разгладится, когда пройдет ВТО. Основное полотно я связала спицами номер 3,5.
вот эти вот манжеты, скажем, и низ изделия связаны троечкой. Я набирала фабричным способом петельки, закрывала также фабричным способом и внизу также. Вот такие основные моменты по поводу вязания этой маечки. Поэтому, если кого-то заинтересует, я думаю, вы тоже смело свяжете по моему мастер-классу похожее плечевое изделие. Всем приятного просмотра! Такая вот у нас будет пряжа Лавита Ярн Cotton Batik. Это пряжа турецкая, 60% хлопок и 40% акрил. 100 грамм, 220 метров. Это пряжа секциона, вот так она выглядит поближе. Ниточка довольно-таки не тонкая. Так, и что касается количества петель. Я буду набирать 120 петель. Для этого буду брать спицу номер 3, 80 сантиметров леска. И буду набирать итальянским набором петель. Я не буду сейчас показывать, как я буду это выполнять. Если вас интересует, вы можете перейти по ссылочке и посмотреть, как набирается набор, скажем, петель именно вот таким способом. Можно, в принципе, набрать и любым каким-то своим способом. Вот так вот выглядит у меня вот этот вот набор петель итальянский. Смотрите, вот у меня уже 2 ряда провязано полой резиночки. И вот такой вот получается фабричный наборный край. Вот так он выглядит поближе. Так, сейчас я буду переходить на спицы номер 3,25 и буду провязывать резиночку 1 на 1. То есть сейчас мы меняем спицы и провязываем дальше одну лицевую, одну изнаночную. Итак, провязана у меня уже вот эта вот часть верхняя, наш, скажем, небольшой ворот. И провязан он следующим образом. Первые 3 ряда я провязывала резиночку 1 на 1, а затем полностью лицевой ряд. Дальше опять 3 ряда резиночка 1 на 1 и опять лицевой ряд. Далее 3 ряда резиночка 1 на 1 и последний вот в данном случае, последний ряд, это лицевой ряд, полностью петельки лицевые. Идет такое чередование, и на изнаночной стороне у меня вот такая вот картина получается. Эти вот дорожки, это получается, что это был на лицевой стороне полностью лицевой ряд. Такие вот углубления небольшие, они будут заметны. Так, сейчас я буду распределять петли на реглан вот таким образом. У меня 120 петель всего, поэтому это у меня спинка 34 петли, 42 петли это перед, и на рукавах у нас будет по 14 петель. Я буду вывязывать росток. Вот так у меня будут распределены петли для вывязывания ростка. Сначала по рукавам с 2 сторон, а затем по переду. Я не буду в этом видео показывать конкретно, как я это буду провязывать. Но я думаю, те, кто вяжет, в принципе, здесь все понятно. Я начинать буду свое вязание вот с этой точки. Вот отсюда я буду начинать. Это у меня будет начало вязания. Это у меня будет оранжевый маркер. Я всегда оранжевый маркер ставлю на начало вязания. И буду распределять петельки. То есть у меня на регланной линии получится по 4 петли. Так, распределю вот таким образом. И вот так вот я распределила эти петельки. То есть вот здесь у меня по 4 петли. Это у нас реглан 4. Здесь у нас спинка 34 петли. Так, 42 петли у меня вот здесь. Вот это перед. И по 14 петель вот здесь вот с 2 сторон. Это у меня рукава. Сейчас я уже перейду на спицу номер 3,5 и буду провязывать
вывязывать, точнее, росток. Я начну вот отсюда, как я сказала, буду прямыми и поворотными рядами вязать вот этот вот росток. Сначала я дойду до вот этих вот 4 петель. Так, при этом буду делать прибавочки по линии реглана. Вот у нас линия реглан, значит, будет прибавочка с одной стороны и с другой стороны. И дальше вот эти вот 4 петельки я провяжу. 1, 2, 3, 4. Дальше вернусь по изнаночной стороне и вот сюда буду идти в эту точку. Опять разворачиваюсь, делаю прибавочки по лицевой стороне. И вот таким образом буду провязывать вот эти вот все точки разворота. Затем перейду на перед. Тоже провязываю вот эти точки разворота и делаю прибавочки по линии реглана до и после. Единственное, я покажу, как я буду делать прибавки по линиям реглана. Все петли у меня будут уже лицевые, то есть никакого узора в этом своем изделии я делать не буду. В том числе и вот эти вот регланные линии я тоже и буду провязывать лицевыми петлями. Так, закончилась вот эта вот линия реглана, 4 петельки. Так, переснимаю маркер. Дальше у меня идет прибавочка. Так, каким образом? Смотрите. С этой стороны, то есть после маркера, я буду делать прибавки следующим образом. В первую очередь я их буду разворачивать, потому что у меня они классические. Для того, чтобы был более такой красивый узор, я буду делать следующим образом. 2 петельки по обе стороны. То есть у меня получится линия реглана 4 петли. Так. И вот эти 2 первые петли мы с вами провязываем вот таким образом, не снимая. Набрасываем накид и опять заводим спицу в эти 2 петли. И опять провязываем. И таким образом вот у нас получилось из 2 петель мы с вами провязали 3 петли, потому что появился у нас еще накид. Дальше идут все петли лицевые. Опять доходим до маркера, вот до линии реглана. Не доходя 2 петель до маркера, вот так как они лежат у меня эти петельки, это у меня классические, еще раз обращаю ваше внимание, мы будем провязывать следующим образом. За 2 передние петельки, за 2 передние стенки провязываем лицевой, не снимаем со спицы, набрасываем накид вот таким образом и опять провязываем лицевую петлю. Вот таким образом получилось у нас уже 3 петли вместо 2. Перебрасываем маркер, провязываем 4 лицевые петли реглана, маркер приснимаем, а после маркера разворачиваем вот эти вот петельки вот таким образом. И тоже провязываем за задние стенки, затем набрасываем накид, опять заводим спицу в эти 2 петли и выводим петельки. Вот таким образом получается 3 петли. Вот так у нас будут провязываться вот эти вот прибавки до реглана и после реглана. Делаются эти прибавки через ряд в лицевом ряду. Что касается изнаночной стороны, вот смотрите, 4 петли у меня уже провязано. Вот эти вот 4 петельки провязаны, плюс был еще накид. То есть, если вы где-то запутались, посмотрите, вот эти вот 3 петли, 4 у вас должны быть. Смотрите, на рукаве 3 петли есть, 3 петли есть и 4 петли тоже есть. Соответственно, вот здесь вот у нас получается уже 5 петель, потому что был накид. Так, что касается изнаночной стороны, я вам покажу сейчас, как делаются петли, точки разворота. На изнаночной стороне делаются точки разворота следующим образом. Вот у нас была на той стороне лицевая петля, здесь у нас изнаночная. Значит, заводим следующим образом спицу вот таким образом. Снимаем эту петельку
и ниточку заводим назад. У нас получается вот такая вот двойная петля на спице. Это точка разворота. То есть получается, что это у нас одна петля. Одна петля, но единственное, что у нас вот такая вот получается она двойная. Дальше на изнаночной стороне мы, конечно, идем изнаночными петлями. Провязываем вот эти вот изнаночные петли, в том числе и все петельки, которые были вот в этом с накидом. Так? То есть с накидом мы тоже с вами будем провязывать изнаночными петлями. Вяжем более тесно на изнаночной стороне, чтобы не было, скажем, никаких пробелов. Ну и так далее. Вот переснимаем маркер. Опять вот у нас эти были петли с накидом. Значит, все петельки тесно провязываем именно изнаночными петлями. И вот таким образом мы с вами будем провязывать наш росток. Я думаю, что вы справитесь с этой задачей. Итак, росток у меня уже провязан, и вот так вот выглядит он поближе. Это у нас спинка. Здесь у нас рукавчики. И это у нас перед. Так, вот если вот так вот сложить, как носиться будет эта кофточка, она примерно вот так вот будет выглядеть. И по спинке. Так, сейчас дальнейшее вязание будет совсем простое. Мы с вами будем дальше вязать реглан, вот который уже формируется. Вот у нас он начинает, скажем, вырисовываться вот таким образом. Эти вот 4 петельки, которые идут центрально по реглану. И это у нас идут такие вот прибавочки. С одной стороны и с другой. Что касается дальнейшего вязания, мы с вами сейчас будем вязать уже по кругу. И делать прибавочки до маркера и после маркера. Но делать эти прибавки мы будем через ряд. И дальше вяжем уже на свою высоту реглана. То есть длина нашего реглана будет соответствовать нашему размеру. Я сейчас ставлю табличку, поэтому по этой таблице вы можете посмотреть, какую длину реглана, вот эту вот, мы должны провязать, чтобы был свой размер. То есть дальнейшее вязание все зависит будет от того, какого размера у вас будет вот эта вот кофточка. Провязываем дальше самостоятельно. Я думаю, здесь уже будет все понятно. Все петельки у меня лицевые. Итак, реглан у меня уже полностью провязан. И сейчас мы с вами измерим эту длину. Измеряем реглан по переду. Не по спинке, а именно по переду. Почему? Потому что по спинке будет более длиннее, так как мы вывязывали росток. По переду у меня получилось так. Теперь, что касается размеров, смотрите. Если брать вот эту вот высоту по переду, это 20 сантиметров. Именно от ворота. Так, что касается ширины по переду. Вот начиная от реглана, от этих вот линий. Вот таким образом измеряем. Получается 50 сантиметров ровно. Вот. Это по переду. Что касается рукава. Рукав мы сейчас с вами вот таким образом развернем. У нас длинные спицы. Видите, у меня их несколько с длинной леской, поэтому сейчас удобно все эти вот размеры и выяснить. Так, ширина рукава, не считая реглана, вот именно начиная там, где у нас начинается рукав, ширина
получилось 38 сантиметров. Мы с вами будем замыкать вязание, точнее соединять перед и спинку. Вот эти вот рукава мы с вами переснимем на отдельную леску или на ниточку отдельную. Это как вам удобнее вязать. И второй рукав точно так же на отдельной ниточке или же на отдельную леску. Нужно переснять. И соединяем перед и спинку. И вяжем дальше уже по кругу. Так, что касается петель реглана. Вот эта вот регланная линия, 4 петли, мы с вами будем отдавать на спинку и на перед. То есть, смотрите, вот это у меня идет рукав. Мы их переснимем на отдельную леску или на ниточку. А дальше идет у меня перед. Вот это вот перед идет. Значит, вот эти вот регланные линии я пущу на перед с одной стороны и с другой стороны. То есть у меня получится на 8 петель больше, чем было по переду. Так, что касается спинки, вот точно так же. Вот эти вот регланные линии с одной стороны и с другой стороны я пущу на спинку. Так, в результате у меня получается вот такая вот картина. Смотрите, после того, как провязан у меня реглан по переду и по спинке, у меня получилось по 120 петель. 96 петель с одной стороны и с другой стороны это рукав. Вот эти 4 петли, как я уже сказала, с одной и с другой стороны, они пойдут на спинку, а здесь пойдут на перед. И вот таким образом у меня вот такое количество петель получается на данный момент. Так, что касается петель подреза, я также их буду набирать. Я их буду набирать по 4 петли с одной стороны и с другой стороны. Вот смотрите, сейчас я буду начинать провязывать перед. Вот идет это перед. Провяжу. Затем включу петли реглана. Так. Дальше наберу 4 петли для подреза. И буду соединять уже спинку. Вот петли реглана тоже буду соединять. Провяжу петли спинки. Петли реглана провяжу. И затем опять наберу петли подреза. И соединю уже с передом. Вот таким образом. То есть вот здесь у меня будут петельки подреза. Как я буду набирать петли подреза, я сейчас не буду показывать. Вы можете посмотреть небольшое видео, которое сейчас появится в правом верхнем углу. И посмотреть, как выполняются красивые подрезы с помощью брусовой нити. И после этого мы с вами, как я вам сказала, замыкаем вязание в круг и вяжем перед и спинку по кругу. Вот таким образом у нас получится, что мы вяжем сейчас полностью вниз. Итак, замкнула вязание в круг уже, то есть вяжу спинку и перед вместе, соединила. Вот у меня набраны петли подреза, 5 петель подреза с помощью бросовой нити. С другой стороны точно так же. Также вот эта ниточка дополнительная бросовая, она помогает набирать красивые подрезы. Так, здесь у меня рукава на отдельную леску. Они находятся, петельки. И здесь точно так же. Так, вот соединили мы с вами спинку и перед. И дальше будем вязать вниз на свою длину. Итак, провязала я полностью до низа. Вот у нас выглядит вот таким образом наше сейчас вязание. Так, что касается длины, от подреза и до низа. Длина у меня получается 32 сантиметра. Так, обхват груди, полуобхват груди. 56 сантиметров. Так, теперь что касается дальнейшего вязания. Сейчас мы будем переходить с вами на спицы номер 3.
80 сантиметров. До этого мы вязали на 3,5. Так, и будем провязывать резиночку. Резиночка будет 1 на 1. Вот, кстати, это ниточки, которые я соединяла 2 моточка. Вот таким образом. На этой стороне ничего не видно. Каким образом я это выполняю? Очень просто. Беру вот эти вот 2 нитки от 2 моточков. Провязываю несколько петель. Они получаются как бы вот утолщенные немножко. И затем вот эти вот ниточки, я их обрежу. Немножко можно заправить, можно даже подклеить клеем. И ничего не будет видно. Вот это у меня пошел 5-й моточек. Это вот 5-й моток, который остался последний. И поэтому, что останется, я остальное буду провязывать на рукавах. Так, теперь что касается резиночки 1 на 1. Вы смотрите сами, на какую длину вы будете вывязывать. Я буду провязывать еще сантиметров 6, может быть 7. И затем закрывать буду фабричным способом. Так, резиночку 1 на 1 я уже провязала внизу. В сантиметрах у меня получается около 6. Так. И сейчас я буду закрывать петли фабричным способом. То есть отмерила длину вот здесь вот такую. Вот таких надо 3. Смотрите, вот это вот у меня получается 1 длина. И еще 2 таких. 2 и 3. Всего 3 длины вот этого нашего расстояния. Так, с помощью иголки фабричное закрытие петель. Как оно выполняется, вы можете сейчас перейти по ссылке, которая появится в правом верхнем углу, и посмотреть это закрытие. Если, скажем так, не хотите этим пользоваться методом, можете закрыть и самым обычным простым способом или своим каким-то любимым способом. Так, и затем уже перейдем на рукава. Будем довязывать рукава столько, сколько, скажем, осталось у нас пряжи. Итак, резиночку я уже полностью закрыла внизу. Вот так она выглядит поближе. Вот этот фабричный край, фабричное закрытие. Красиво смотрится как по изнаночной стороне, так и по лицевой. Так, теперь переходим на рукава. Сейчас мы с вами будем провязывать рукава. Так, у меня вот были такие вот заглушки, я их уже открутила и присоединила спицы. Так, спица рабочая номер 3,5. Так, а вот это у меня 3. Так, в первую очередь нужно вот эти вот петли подреза переснять на левую спицу. Так, петли подреза я уже вот пересняла на спицу. Их всего у нас 5. Правильно развернуты должны быть. И сейчас будем провязывать рукав. Так, можно взять спицы с леской 40 сантиметров. Я потом, скорее всего, перейду на такие спицы. Вот. Пока я взяла с длинной леской. Так, сейчас берем ниточку в работу и присоединяем. Провязываем лицевыми петлями вот эти вот петли подреза. Их 5. Так, вот эту ниточку немножко вставляем. Провязываем 5 петель подреза. Дальше, смотрите, у меня шел вот эти вот реглан и петли прибавки. Их всего 3. Также мы их провязываем. Причем очень тесно соединяем. Смотрим вот таким образом, чтобы не было здесь у нас дырки.
Так, если эта дырка образовывается, вы знаете, я могу поступить следующим образом. Смотрите, беру вот эту вот стеночку петли и провязываю вместе с этой петлей. Подтягиваю. Вот оно уже перекрывает. И когда мы будем следующий ряд провязывать, тоже здесь очень плотно провяжем. Тогда не будет этой дырочки. И вот таким образом полностью провязываем наш верх. И вот до этой регланной линии. Так, дошли мы до регланной линии. Вот у меня осталась одна петелька. Вот это вот я ее не провязывала. Так, вы знаете, для того, чтобы не было этой дырки, можно дополнительно петлю еще одну набрать. То есть, смотрите, вот это вот мы провяжем. Последнюю. Так, дальше вот можно отсюда взять просто и набрать петельку. Ну, набрать так, чтобы не было дырки. Так, можно вот таким образом, смотрите. Вот у нас получается как бы петля такая. Сейчас попробуем. Вот так вот тесненько мы подвинем. Все равно какая-то вот дырочка есть, поэтому можно по-другому взять вот эти вот две стеночки. Даже провязав за эти две стеночки вместе. Смотрите, вот уже дырка намного меньше. Так, и дальше идут петли подреза нашего. То есть у нас уже идет второй ряд. Сейчас я довяжу эти петли подреза. Посмотрим, какое у нас будет соединение. Вот, смотрите. Вот у нас это соединение. Так, вот эта вот петля у нас она дополнительно набралась. Так, таким образом у нас было по рукаву 96 петель. 5 петель подреза и еще вот это вот одна дополнительная. Значит, 96 плюс 6 это 102 петли у нас на рукаве. Так, вяжем дальше второй ряд полностью опять лицевыми. При этом мы будем делать убавки. Смотрите, во втором ряду у нас будет убавка с вот эти вот маркеры. Я обозначила, это 5 петель подреза, которые были набраны. И мы их сейчас будем убавлять. Каким образом? Вот сейчас второй ряд. Мы с вами вот эти вот две петли, которые до маркера, вот до этого, провяжем за 2 петельки, за 2 стенки вместе лицевой, и это будет с наклоном вправо. Так, дальше идем по кругу второй ряд, провязываем полностью лицевыми, так провяжем. И вот здесь вот после маркера вот эти две петли мы с вами сделаем с наклоном вправо, убавочку, с наклоном влево. Сейчас я вам покажу. Кстати, на рукава мне осталось 44 грамма. То есть на каждый рукав получается по 22 грамма. Так, поэтому нужно вязать таким образом, чтобы хватило пряжи на 2 рукава. То есть я периодически буду взвешивать и смотреть, сколько остается пряжи. Так, доходим мы до этого маркера. И сейчас у нас будет убавка влево. Первую петельку мы снимаем, вторую провязываем и набрасываем ту, которую мы снимали. Вот таким образом подтягиваем сильно. И это у нас убавка влево. Дальше идут вот эти вот петельки, которые остались 3 между маркерами. Следующий ряд у нас уже будет без убавок. И это у нас будет третий ряд. То есть мы сейчас третий ряд будем вязать полностью лицевыми. Так, подтягиваем. И вот таким образом, видите, вот у нас идет такой рукавчик. Так, доходим мы до этого маркера. И смотрите, у нас между маркерами 3 петли. Мы с вами будем делать убавку 3 петли вместе лицевой. Вот таким образом. Первые 2 петельки мы с вами будем снимать как лицевые. Вот так. Следующую провязывать, третью. А вот эти вот 2, которые мы сняли, мы аккуратненько набрасываем на эту провязанную петлю. Вот так. И у нас получится 3 петли вместе. Осталась одна петля из 3. Провязываем вот эти вот остальные петельки на спице. Так, и смотрите, вот у нас получился
вот такой вот небольшой треугольничек. Как бы вот эти вот петли подреза, которые мы набирали 5, мы их убавили. Немножко убавили вот так вот домиком таким. И сейчас провязываем дальше, нигде уже не убавляя. Вяжем дальше рукав. На данном этапе я хочу показать, что я вяжу сейчас одновременно 2 рукава. Немножко, скажем, вот этот вот рисунок секции светленькая и на одном, на втором рукаве немножко отличаются. Но в принципе здесь, я думаю, не принципиально для меня, поэтому одна ниточка, вот видите, один конец нитки и другой, это все один моточек. Так, провязала я уже 20 рядов на одном рукаве и на втором. Так, и у нас на рукавах 98 петель. Так, я сейчас убавлю по 5 петель на каждой спице, то есть на одной спице 5 петель, примерно через 7 петелек буду провязывать 2 петли вместе лицевой. И на второй спице точно так же. То есть у меня будет 88 петель, и затем я буду вязать резиночку 1 на 1. Итак, рукава у меня уже полностью провязаны. Единственное, хочу обратить ваше внимание на то, что резиночку я увязывала спицами номер 3. С одной стороны спица у меня номер 3 и с другой точно так же. Что касается количества рядов вот в этой резиночке, у меня провязано 7 рядов. Так, и если посмотреть вот на оба, скажем, рукава, скажем так, вот немножко оттенок отличается. На этом рукаве меньше темного цвета, а здесь немножко большего. Вот в этом отличие, скажем так. Но для меня, в принципе, это не критично, поэтому я считаю, что здесь ничего страшного такого нет. Так, и сейчас по количеству петель. Значит, у меня на спицах 88 петель. Перед резиночкой я убавляла 5 петель на одной спице, на другой. Было 98, убавила 10 петель, стало 88. Вот. И сейчас я буду закрывать петельки фабричным способом. Точно таким же, вот как и закрыт у меня низ изделия. Мне нравится это фабричное закрытие, потому что оно смотрится красиво и по лицевой стороне, и по изнаночной стороне. И что касается ниточки, вы знаете, вот у меня осталось совсем немножко этой нитки. Вот с этого мотка одного. Так, то есть я вязала, количество рядов у меня совпадало. То есть на одном рукаве, допустим, провяжу 2 ряда и на втором 2 ряда. И так смотрела, чтобы было одинаковое количество. И затем по этой нитке я смотрела. Смотрите, для того, чтобы закрыть фабричным закрытием петельки, нужно вот этой вот длины, чтобы было 3 длины нити. Так, вот я померила, смотрите, вот это одна часть. И таких частей надо 3. Вот одна часть, вторая и еще третья. Вот эта вот часть примерно нужна для того, чтобы закрыть вот этот вот рукав полностью. Так, и такую же длину, видите, ее точно хватит, даже немножко останется. Вот этой длины, видите, тоже хватит на второй рукав. И вот таким образом я смотрела, чтобы хватило этой пряжи, чтобы было все одинаково. Так, на этом у меня все. Вы знаете, закончился у меня вот этот процесс. Я надеюсь, что вам все было понятно, если кто-то вязал по этому мастер-классу. Если остались какие-то вопросы, конечно же, пишите в комментариях. На все вопросы постараюсь ответить. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, за подписку, за лайки. Пишите в комментарии. Буду очень рада. И до новых встреч!